Так, всем здравствуйте. Моя тема – это профилактика острого стресса. И начнем с того, что же такое стресс. Стресс происходит от английского слова и переводится как нагрузка, напряжение, состояние повышенного напряжения. Это совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов. И стресс – это также реакция организма на отрицательные эмоции, переживания, конфликты и ситуации. Стресс бывает физиологический, психологический, эмоциональный и информационный. Физиологически связан с чрезмерными физическими нагрузками, психологически связан с ощущениями угрозы, обиды, боли, страхом, гневом. Эмоциональный представляет примерно то же самое, что и психологическое, а информационный стресс возникает при информационных перегрузках. Как накапливается стресс? Стресс накапливается в результате продолжительных стрессовых ситуаций, страдает психика, центральная нервная система человека, иммунитет, страдает пищеварительная система, учащается сердечный ритм, повышается эмоциональный фон, ускоряются процессы мозговой деятельности. В результате человек теряет позитивный настрой, испытывает тревогу, постоянное беспокойство, у него возникают расстройства сна, возникают чаще негативные мысли. И методы профилактики острого стресса, которые я узнала от врачей, которые сейчас на данный момент работают либо в больницах, либо в поликлиниках, то есть действующие, что они делают. Большинство мне сказали, что я просто не обращаю внимания, я таких пациентов игнорирую, либо просто людей, я стараюсь как-то абстрагироваться. Вот, врач-узист мне сказала, что она старается не поддаваться таким провокациям со стороны людей, но иногда настолько сильно заводит, что тоже может эмоционально отреагировать. Она сказала, что это, конечно, неправильно, но по-другому она не может. Были такие варианты, то, что я представляю, что человек – это собака-овчарка, которая лает на меня. То есть из-за этого у меня начинает повышаться настроение, и уже так негативно не относишься к человеку. А другая мне сказала, старшая медсестра, то, что я говорю все прямо, все, что думаю о человеке, ничего внутри не сдерживаю, поэтому у меня никаких стрессовых ситуаций не возникает. Также говорили то, что уже привыкли к таким пациентам, так как достаточно большой стаж работы, ну или не только к пациентам, к обычным людям, и просто стараются им культурно отвечать, тогда человек перестает агрессивно общаться, и ему становится стыдно, он сам успокаивается. Говорили то, что напевают, представляют какую-то мелодию у себя в голове, какие-то частушки или просто какие-то песни, из-за этого переключается на другое человек, и уже негатив уходит. Буфетчица говорила, что приходит домой после работы, включает телевизор, начинает вязать, и как-то все плохие мысли уходят из головы, и тем самым она отдыхает. А мама моя сказала, но она не врач, но у них тоже начальница иногда бывает что-нибудь покричит, ногами потопает, и сказала, что она сидит в 3-литровой банке и кричит, пищит оттуда, и уже от этого у нее настроение начинает повышаться. Говорили о том, что когда человек стоит, ругается, просто мечтают о том, чтобы он поскорее ушел, вышел уже наконец, не слушают его, просто представляют, когда он уже наконец-таки уйдет. Говорили о том, то, что спускают люди пар, когда играют дома в настольные игры со своей семьей, с мужем, с родственниками, но это получается только на выходных. Вот, также у них есть такие антистрессы, как домашние животные, там коты, собаки, всех по-разному. Это еще говорила врач-педиатр, она, когда приходят мамочки, которые тоже немножко крикливые, она просто думает о том, то, что нужно в первую очередь не мамочку выслушать, а помочь ребенку вылечить его, а так как дети самое главное, у нее, получается, весь негатив уже уходит. Врач-невролог говорила, что она читает стихи Пушкина в голове, но если доводит прям очень сильно, то начинает читать стихи Есенина. Медбрат мне сказал, что думает о том, какие есть еще другие дополнительные дела в течение дня, там сходить в магазин за продуктами, сходить в банк, там что-то сделать по учебе, с кем-то встретиться, то есть переключать свои мысли на что-то другое. Также используют некоторые рисунки, либо игрушки антистресс, которые представлены на картинках. Вот, как по мне, так это, вот игрушки мне такие не нравятся, они какие-то противные. Еще были варианты, то, что стараюсь улыбаться, смеяться, когда человек ругается, и тогда человек не понимает, что происходит, почему он кричит, а ему в ответ начинают улыбаться, и просто начинает сам по себе успокаиваться. Что я нашла, просто почитав, поискав, это методики самовнушения, когда нужно просто произносить различные аффирмации,
ну, выражение по-другому, то, что я счастлив, я спокоен, я удачлив, моя душа наполнена светом и радостью, внутри моего сердца покой, мир, ну, различные другие, которые, может, просто у кого-то лично свои. Может быть, кому-то это помогает, как по мне, так, не знаю, как-то не очень. Больше как-то почему-то мне на секту показалось, что это похоже. Также еще увидела, прочитала, что может изменяться, и нужно изменять свое мышление, то есть с холодным рассудком, холодным разумом ко всему подходить, просто не обращать на это внимания, концентрироваться на чем-то положительном, думать о чем-то своем. И что касается таких профилактики стресса, не острые, не прямо сейчас, а вот иногда в свободное время, то, что нужно посмотреть какое-то кино, телевизор, может быть, просто поспать в свой выходной, даже если это единственный выходной, погулять, может быть, с кем-то встретиться, о чем-то пообщаться, сходить в какой-нибудь музей, в театр. Иногда, если есть и время позволяет, заняться какой-то волонтерской деятельностью, ну, или, может быть, где-то социальным работником еще дополнительно поработать, либо придумать для себя какое-то хобби дополнительное, либо что-то коллекционировать. На этом у меня все. Спасибо за внимание.